Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас речь пойдет о поливе фиалок. Как полить и не залить фиалку? Популярный вопрос. Я уже рассказывала в своих видео, как понять, что фиалка нуждается в поливе. Быстренько пробегусь по нескольким пунктам, напомню. И самое главное, заодно расскажу насчет состава грунта, какой можно использовать субстрат, чтобы не залить фиалку. Начнем давайте с вопроса, когда поливать фиалку. Смотрите, точный промежуток времени мы не устанавливаем, там четко через 2-3 дня поливать все фиалки, так как все фиалки пьют по-разному. Одни быстрее просыхают, другие медленнее. Зависит это от ряда факторов, к примеру, от размера розетки, насколько фиалка облиственна, цветет ли она в данный момент, так как цветущая фиалка пьет воды больше и просыхает она быстрее, чем не цветущая молоденькая розетка, которой воды нужно в меньшем количестве, которая просыхает медленнее. Также зависит от размера, от диаметра горшка. В маленьком или в большом горшке растет фиалка. В большом горшке она дольше сохраняется влажность. Маленький горшочек быстрее просыхает, то есть нужно чаще фиалочки в маленьком горшке поливать. Также зависит, где у вас фиалка растет, там южная, северная сторона, также от сортовых особенностей. То есть, как видите, много нюансов нужно учитывать. Поэтому, если у вас фиалки на верхнем поливе, то для начала фиалочку нужно осмотреть. Можем это сделать на ощупь, просто потрогать грунт буквально вот на сантиметр, на фалангу пальца. Этого достаточно понять, подсох вот субстрат или нет. Это и будет сигнал подсыхания верхнего слоя примерно на 1 сантиметр. Также можно определить по весу. По весу горшок при пересушке будет легкий. Грунт начнет отходить от стенок горшка при подсыхании. Если наоборот земельный ком будет влажный, горшок по весу будет тяжеловат, то есть вы это заметите. По цвету грунт будет темный, то есть влажный. Когда грунт подсыхает, он светлеет. Это такие основные критерии, которыми можно руководствоваться при поливе. Ну, это все замечательно, это такие поверхностные, да, моменты, но если все же есть предрасположенность к заливу, как подстраховаться? Помочь в этом нам может подходящий субстрат, а именно субстрат с составом для фитильного полива. Это 1 часть перлита, и 1 часть торфа. Можно взять 2 части торфа и 1 часть перлита, чуть меньше, но примерно в равных пропорциях, как для фитильного полива. Получается вот такой вот субстрат. Такой грунт невозможно залить, точнее сказать, его тяжело залить. Единственный минус: такой вот субстрат будет быстрее пересыхать на верхнем поливе. Значит, поливать его придется чаще. Но здесь нужно выбирать, что для вас в приоритете. То есть с таким составом уделять внимание поливу придется чаще. Зато влага будет распределяться равномерно. Такой грунт, как видите, он легкий, рыхлый, хорошо пропускает воздух, он не будет так слеживаться, что очень важно при поливе.
из-за чего вообще происходит загнивание корневой. Грунт уплотняется, корни не дышат и начинают от перелива загнивать. С таким вот составом, если на фитиле все окей, то и на верхнем поливе тем более минимальный риск залива. Также часто спрашивают, если нет профессионального торфа, это Классман, Агробалт, что делать? Я уже не раз говорила в своих видео, что можно взять торфяной брикет, купить, к примеру, тот же торфолин, размочить его, подготовить к использованию, добавить перлит и использовать его, выращивать в нем фиалочки. Но это как вариант, как альтернатива, когда нет готового профессионального торфа. Это будет лучший вариант, нежели обычный земельный грунт. Универсальный грунт или даже грунт для фиалок, он не совсем подходит для выращивания. Если выращивать в обычном земельном грунте, он тяжеловат, он плохо пропускает воздух. Просыхать он будет медленнее, чем торф. В среднем такой земельный грунт придется поливать примерно в среднем через 4-5 дней. Но это примерно. Конечно, зависит от ряда факторов, которые я вам перечислила в начале. Также какая у вас температура в помещении и так далее. Но в торфяном субстрате с перлитом придется поливать примерно через день фиалки, но зато минимальный риск залива. Даже если вы перельете, переборщите с водой, корневая так не пострадает. Смотрите, такой субстрат, он легкий, хорошо пропускает воздух, воздухопроницаемый, то есть корни дышат и не закисают, что очень важно. Это кто спрашивал, почему фиалка опускает листву, если грунт и так всегда влажный, сколько еще его можно поливать. Как раз она и теряет тургор листвы из-за того, что вы ее заливаете. Корни уже просто начали загнивать, отмирать от перелива. Поэтому во всем нужна мера. Полив должен быть умеренный. На этом, друзья, я буду заканчивать это видео. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, спрашивайте, будем их разбирать. Отличного настроения, красиво цветущих фиалочек и до новых встреч. Всем пока!